Куда мы ходили? От Бао пошли вверх по Большому Алматинскому ущелью, по пути прошли Гераниевую поляну и, пройдя выше нее 1,5 километра, дошли до Спас-хижины Бао. Всего за первый день прошли 8,5 километров. На второй день обратно возвращались уже до шлагбаума возле коммунальника. Прошли около 13 километров. Последствия недавнего паводка. Мостик через ручеек. Даже здесь хлестало он как. Еще неделю-полторы назад. Да, неделю назад. Вот здесь со стороны Советов сходил паводок. Здесь тоже все размыло как по дороге выше Бао. Да, со стороны Советов сошло. И не просто паводок. Уже со словом селевой. Граница леса. Склоны пика Крошки. Там родник. Много мест для палаток. Раньше эта поляна была популярна у туристов, когда шли на Иссык-Куль, с кругосветки возвращались. Но мы, если в кругосветку ходим, здесь останавливаемся в последний день. Очень удобное место. Здесь даже стол есть из камней. Река Озерная. Горы Алматы-Алагир. Советов. Каныш-Сатпаев сейчас называется. Еще один небольшой селевой вынос. Свежий. А мы неделю назад хотели здесь пойти. Но благоразумно не пошли. Решили сходить в другое место. Поворот на перевал Алматы-Алагир. Там есть мост. Мы идем прямо по дороге в сторону Каныш-Сатпаев пик. Мост через Озерную целый. После этих сильных паводков видна тропа на левом берегу в сторону перевала Алматы-Алагир. Это у нас Крошка, а это Туран и Яв. Подошли к развилке. Туристер Асуэ 8,2 км. То есть кругосветка. Там же здесь рядом Гераниевая поляна. А мы идем прямо по ущелью в сторону Озерного перевала. Показано, что до него 6,3. Ну, что-то мне кажется, он ближе. Ладно.
До озера, говорит, 8,5, ну тоже поменьше. Кажется, мы 7 прошли. Шли 7 километров, высота 3000 метров над уровнем моря. И у нас сейчас долгожданный перекус. Чем нас сегодня Иро гостит? Кабачковые рулетики с творожным сыром, с помидорами на цельнозерновом хлебе. Блины с грибами и с курицей. А еще рулетики и хлебцы тоже домашние. Зерновые. Приятного аппетита. А вот это вот ущелье, как ущелье какое-то, да? Ну это же пик Советов. На него вот так идут, вон на ту перемычку, видишь, этот треугольник, вон так и потом на него. Подходим к броду через Озерную. Сейчас ее не надо переходить в брод, тут мост есть. А раньше мы в брод переходили. Такие прямо у меня ностальгические нотки. Отсылки в прошлое, сколько раз мы здесь ходили. На Иссык-Куль через Озерный. На Жасылколь, на Чиликотиминскую перемычку. Раньше была просто административная граница между республиками. Казахская ССР и Киргизская ССР. Ну, мост это просто замечательно. Это круто. Гераневая поляна. Советов над ней. Вспомнил, как-то шли на Иссык-Куль, переправились вброд через Озерную и здесь ночевали. Ну, неплохо здесь. Тогда начинали путь на Иссык-Куль от конечной 28-го. Как сейчас на такси нельзя было доехать до озера или до шлагбаума. Хорошее место. А бывало я и от конечной 28-го за день вообще до Чонкимина доходил. До речки Кашкасу или до ЮЗТ, юго-западного Талгара. Ничего, так ходил. Рюкзаки были потяжелее. Помню, как-то уже в начале нулевых уже была граница. Я шел здесь пешком один. И пограничники на машине едут, на УАЗике, так внимательно, строго посмотрели. Ну, ничего не сказали, не воспрепятствовали. Пошел дальше. Подходим к хижине в ущелье Озерном. Ну, у нас был и план дойти до сюда и здесь акклиматизироваться. Какая красота здесь. Сама хижина в ущелье Озерном. Ну, снаружи состояние вроде неплохое. Посмотрим, что там внутри. О, никого нету, но, видимо, пошли, наверное, на Озерный. Ставили. Так. О. Инвертор вроде бы горит. Ошибки нету. Проверим свет. Где выключатель? Вот он. А света нет. А мух-то напускали. Вот они. Окна не надо в таких заведениях открывать. Да, здесь люди. Вот это Fire Maple. Ладно. Мы хотели сюда, но не пойдем.
Вот, как всегда, пустые банки от газа. Кто-то должен, вот это полное, почти полное, кто-то должен за них спускать. Ну, можно прихватить завтра. Слияние Озерной и Кызылсай. Озерная уже ближе к обеду начинает мутнеть. Кызылсайка она такая, еще прозрачная. И оттуда выход с перевала туристов, с кругосветки. Вон пик Молодая Гвардия виден. Вон он. Прогулялся от хижины. И не так далеко, конечно, граница. Вон она, хижина вдали. Впереди в метрах, наверное, 300-400 застава. Там уже дальше не пустят, без пропуска. Уже недалеко граница. Сейчас пойду назад. Река уже мутная. Какая здесь красота. Иду назад. Какая-то заброшка. Интересно, кто здесь удумал строить? Здесь сыро же. Низина. От ветра, да, защищено, но здесь не провалиться никуда. Фундамент даже. Балаганчик. Ага, матрас. Давно никого нет. Что-то воды здесь нигде нету. Приходится из речки. А она уже к обеду помутнела. Ну, нашли тут протоку такую. Более-менее. Да, более-менее прозрачная вода. Да. А нормально. Сейчас еще отфильтруем ее. И будем обедать. Идут на Погребецкого и, ну, не в неправильное время реку переходят. Могли бы идти по правому берегу, но там, как многие считают, неудобно. Шли по дороге по левому берегу. И сейчас переходят. Вот первую не основную протоку они прошли. Пришлось им реку бродить, зато они шли по дороге. Не знаю, что лучше. И сейчас уже Кызылсайку будут переходить. Вот они Кызылсай переходят. Да, ее потруднее оказывается. Течение посильнее, хотя она прозрачная. Молодцы. Мы рады за них. Стоим прямо под пиком Озерным. Красотень. Давно не были в таких местах. Наслаждаемся. Видно советских альпинистов. Молодая Гвардия. Там Олега Кошевого, Березовского, Дмитриева. Это Сырыма Кудерина. И пик Йети. И там дальше, куда я гулял сегодня, там застава и перевал Озерный. Это наш пик Озерный, конечно. Красавец. Мы сегодня под ним будем ночевать. Это наша хижина. Ночевать все-таки, наверное, будем в палатке рядом с ней, используя хижину как ветрозащитную стенку. А здесь рядом такая беседка хорошая. Здесь будем обедать. Воду набрали прямо из реки. Нашли протоку. Ира нашла протоку такую более-менее мутную. Набрали канистру. 8 литров, да? Ну, кипятим воду. Высота 300. Пьезоэлемент не сработал. Пришлось зажигалкой зажигать. Сегодня у нас новый продукт на обед. Снетки Лагман. Без сахара, ГМО, химии.
и консервантов. Внутри лапша, мясо, специи, овощи. Сейчас будем заваривать. Пока настаивается в реторт-пакетах лагман, мы нашими любимыми перекусываем рулетиками кабачковыми с творожным сыром. Еще потом у нас горячий шоколад и к нему рогалики с орехами. Очень вкусные. Продегустировали сублимат снетки лагман. Что сказать? Не понравился. Вкуса лагмана особого не ощутили. Такой достаточно пресноватый. И что самое интересное, в составе указан только фарш говяжий, а там много кусков очень жесткого мяса. И мне по вкусу показалось, что это свинина. Видимо, они для веса подкладывают. Поэтому оценка, наверное, все-таки неудовлетворительная. Хотя мы наелись. Так. Но не стоит оно 3 с лишним тысяч такой. Сейчас уже, наверное, 4 с лишним тысяч стоит. Хотя у снетки есть очень вкусные вещи. Нам очень понравился. Вот последнее, что мы едим. Рис басмати с куриной грудкой и соусом карри. Вот это вкусно действительно. В общем, я думаю, надо брать все куриное. Там, где написано говяжье, будут кидать что-то не то. Туристы идут в большой кругосветке. Набегала тучка, чуть-чуть поморосило даже. Вон там двое идут, не знаю откуда, с кругосветки или нет, зачем-то озерную. В самый разгар ее расхода воды. И не решаются, стоят там, одну протоку перешли, а сейчас основную надо перейти. Шли бы лучше по правому берегу, только что тут прошли трое. Примерно вровень с ними шли и ушли уже давно. А туча вон туда ушла. Но видно один в плаще, там, наверное, капало на них. Здесь такой трафик, уже ночь. Да, на этом берегу люди идут. Они, видимо, реку перешли. Ого. Там иностранные туристы в беседке ночуют. Вот идут с молодой гвардией туристы. Переправлялись сейчас через Озерную. Это, конечно, экстрим еще тот. 5:30, встали в 4 утра, собираемся уходить. Погода такая же прекрасная, как вчера. Минимальная температура была на улице сегодня 3 градуса. Как здесь люди ходят, как и везде в горах, по ночам, без палаток. За один день идут на молодую гвардию. Многие не доходят, есть те, кто не доходят, но говорят, что дошли. По ночам переправляются через вздутую Озерную. Очень это опасно. Спят на улице без палаток. Да, это неправильно, конечно. Сейчас это все в тренде. Мы в хижине, но у нас все равно была палатка. Мы звали людей, хотели даже с ними поменяться, они отказались. Все, уходим.
Мы были под пиком Озерным. Расстояние от хижины до переправы 1,5 километра. Здесь же Гераневая поляна. Уже, наверное, лагерь проснулся, народ ушел на пик Советов. Прощальный взгляд на эту долину. Блестит наша хижина. Пики Кудериная и Йети. Озерный. Наука, Чойбалсан, Алматы-Алагир. Перевал Алматы-Алагир, Карнизный. Карнизная, Туран и Кружка.